Дорогие друзья, приветствую вас на канале Разумная медицина, доктор Евдокименко. После наших недавних программ, где мы рассказывали о нашем взгляде на лечение при коронавирусе COVID-19, нам пришло довольно много комментариев с вопросом: доктор, скажите, а вот различные лекарственные травы, они как-то могут помочь в этом случае? Есть ли какая-то альтернатива таблеткам? Друзья, как мы уже говорили, пока еще нам неизвестны никакие травы и никакие лекарства тоже, которые могли бы стопроцентно вылечить каждого пациента от коронавируса COVID-19. Но облегчить состояние при нетяжелой форме болезни многие лекарственные растения могут вполне, если принимать их с умом, конечно. Только оговорюсь, что при тяжелой форме болезни нужно уже не травами лечиться, а по возможности сразу обращаться за серьезной медицинской помощью. Но, к слову, и об этом тоже говорил в наших программах, примерно в 80% случаев ковид протекает не тяжело, малосимптомно, как сейчас говорят. И никакого-то экстра лечения в таких случаях не требуется. А вот травы вполне можно пропить. Только нужно иметь в виду, что у разных лекарственных растений разные свойства. И то, что подойдет в одной ситуации, не всегда подойдет в другой. И еще, применение лекарственных растений не нужно переоценивать. Не надо думать, что они одинаково хорошо помогут всем и всегда. Кому-то фитотерапия помогает очень быстро, но у кого-то от применения лекарственных растений бывает минимальный эффект. Итак, когда и какие лекарственные растения лучше использовать при нетяжелых формах болезни? Калина обыкновенная, она же калина красная. Для лечения применяются плоды калины, или ягоды калины. Из них делается настой или отвар. Или можно купить в аптеке жидкий экстракт калины. По данным регистра лекарственных средств, плоды калины обладают общетонизирующим патагонным эффектом, являются источником витаминов К и С, оказывают спазмолитическое и мочегонное действие. То есть плоды калины помогают пропотеть, помогают немного снизить температуру и в ряде случаев уменьшают такой неприятный симптом, как ломота в теле или в мышцах, и понемножку прибавляют сил. Что важно, потому что при коронавирусе часто присутствует такой симптом, как сильная слабость. Калину можно принимать довольно долго, как в период болезни, так и потом для восстановления от 1 до 2 месяцев, при условии, что у вас к ней нет противопоказаний, конечно. Но, к счастью, их довольно немного. Друзья, здесь я сделаю небольшую ремарку. В этом видео я не буду расписывать все способы приготовления, применения и противопоказаний по каждому из лекарственных растений, иначе наша программа получится слишком длинной, поэтому поступим проще. Я сделаю статью по всем этим лекарственным растениям, там я все подробно распишу, как что принимать, когда, почему можно, почему нельзя. И эта статья будет размещена на моем сайте. Ссылка на статью будет дана под видео. Чтобы эту ссылку увидеть, переходите в комментарии под роликом, и там наверху мой закрепленный комментарий с полезными ссылками. Но продолжим. Если болит горло. Часто бывает, что первыми при коронавирусе появляются особенно неприятные ощущения в горле. Что делать в этом случае? Многие зрители писали нам в комментариях, что им очень быстро помог настой из череды, о которой я недавно рассказывал в одном из наших видео. Как я уже говорил в той программе, мы обычно в семье используем настой из череды при боли в горле, при кашле, при любых простудных и респираторно-вирусных заболеваниях. В этих случаях череда нередко помогает очень быстро, ведь настой из череды обладает противовоспалительным, патагоном и противомикробным действием, и еще умеренно противоаллергическим действием. Пьют настой череды обычно недолго, от 3 дней до 2 недель максимум. И да, отвечая на ваш возможный вопрос, прием череды можно сочетать с приемом калины. При повышенной температуре можно применять цветки липы. Настой цветков липы обладает умеренным противовоспалительным и явным патагонным действием. Настои или отвары из цветков липы издавна применяли в тех случаях, когда нужно было быстро сбить температуру без помощи лекарств. Настой из цветков липы в данном случае не нужно применять слишком долго. То есть начинаем принимать при повышенной температуре, и как только температура нормализовалась, сразу отменяем. И да, настой цветков липы можно сочетать с приемом череды и с приемом калины. Малина. Почему-то в нынешней истории о ней многие подзабыли. Но напомню, что плоды малины, то есть ягоды, и листья малины тоже обладают и патагонным, и жаропонижающим действием.
Плоды и листья малины, чай с малиной, как и липа, тоже помогают снижать температуру. Только если мы говорим о чае с малиной, в данном случае его нужно пить без сахара или с небольшим количеством сахара. Съемочная группа меня сейчас спросила, можно ли использовать сушеную малину или замороженную малину. Да, можно. При сухом кашле, при затруднении дыхания. Многие используют корень солодки, чтобы облегчить выведение мокроты из легких. Но я уже об этом говорил. К сожалению, у корня солодки довольно много противопоказаний. Поэтому я чаще советую применять в такой ситуации очень полезное лекарственное растение, которое называется девисил. При кашле используется отвар или настой из корней или из корневищ девисила. Многим он очень быстро и хорошо помогает. Еще при кашле многим хорошо и быстро помогает смесь сока алоэ с медом и со сливочным маслом. Я об этой смеси уже не раз говорил. Так вот, этот рецепт часто дает очень быстрое облегчение. И сейчас будет одна напоминалка, это уже не о лекарственных растениях. Мы в наших программах говорили о том, что при коронавирусе очень важно, чтобы не было застоя легких. И чтобы не застаивались легкие, мы часто рекомендуем как можно раньше начинать делать наши недыхательные упражнения для бронхов и легких. И это очень и очень важно. Делайте эти упражнения, если, конечно, у вас к ним нет противопоказаний. Все больше и больше людей пишут нам в комментариях, что эти упражнения помогли им задышать в самый трудный момент. И мало того, что они помогли раздышаться, они еще очень быстро в целом улучшили состояние. И у кого-то от этих упражнений даже снижалась повышенная температура. Но что любопытно, есть течение коронавируса, когда температура наоборот понижена. Так вот, пониженная температура еще более низкой от этих упражнений, к счастью, не становилась. И несколько слов о том, что делать на этапе выздоровления после коронавируса. В принципе, у нас видео на эту тему уже вышло. Оно называется «Как восстановиться после коронавируса». Но о чем мы в том видео не рассказали, что делать в том случае, если после болезни нет сил и снижена температура. Можно использовать продукты пчеловодства. Это перга или цветочная пыльца. Их применяют, кстати, и для того, чтобы повысить защитные свойства организма, то есть чтобы постараться не заболеть, но и после болезни их тоже полезно пропить. Только нужно понимать, что эффект от приема перги или цветочной пыльцы обычно наступает не быстро, в среднем где-то примерно через месяц. К слову, точно так же, как и с точки зрения профилактики и с точки зрения восстановления после болезни, можно использовать сок алоэ. Только в данном случае его нужно применять без смеси с медом или с маслом, а сам по себе. Возвращаясь к нашим недыхательным упражнениям для легких. Хочу сказать, что эти упражнения неплохо работают и на этапе выздоровления после болезни. Они помогают очень многим людям быстрее восстановить свои силы. Дорогие друзья, завершая тему лекарственных растений, о чем бы хотел сказать еще. Это очень важно. Не надо делать одну классическую ошибку, которую делают многие люди. Из серии «Дайте мне всего и побольше». Не нужно принимать одновременно сразу много разных лекарственных растений, иначе можно заработать аллергическую реакцию или какой-то неожиданный побочный эффект. В данном случае выбираете по ситуации 2-3 лекарственных растения из тех, о которых мы рассказывали в этой программе, и начинаете подключать их постепенно, то есть по одному. То есть, чтобы понимать реакцию организма на каждое из лекарственных растений, сначала начинаете пропивать одно из них, потом добавляете второе и только потом третье. И тут опять вмешивается наша съемочная группа. Ребята спрашивают, а как подключать, то есть с какой частотой? Скажем так, вы начали сегодня принимать какое-то одно лекарственное растение, например, утром, и уже к вечеру можно подключить второе. И на следующее утро можно подключить третье. Вот такой вариант. И еще один важный момент, который я хотел бы упомянуть. Я об этом часто говорю и тем не менее скажу еще раз. На наш иммунитет, на наше здоровье очень сильно влияет наше эмоциональное состояние. Так что учитесь работать со своими эмоциями и со своим настроением. И поменьше мониторьте негативную информацию и негативные новости. Это особенно важно в том случае, если вы заболели. Как все это работает, я рассказывал в книге «Тайная формула здоровья» и в книге «Психосоматика. Самые опасные эмоции». При желании почитайте эти книги. Их можно приобрести как в бумажном варианте, так и в электронном виде. Ссылки на книги тоже даны под роликом. Дорогие друзья, и это на сегодня все. Делитесь этим видео со своими друзьями и знакомыми.
со всеми, для кого это может быть актуально. И, пожалуйста, пишите нам в комментариях, какие методы борьбы с болезнью помогли вам больше всего. Это будет важно и для нас, и для многих других наших зрителей. А мы желаем вам всего доброго, будьте здоровы и подписывайтесь на наш канал.